Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Сразу после анонса я представлю вашему вниманию прогресс моей вышивки. Это две большие картины «Возвращение блудного сына» Лусева Николая Дмитриевича и «Базарный день» Теодора Жерара. Блудный сын претерпел грандиозную перемотку, и благодаря этому мы встретимся со всеми персонажами и сможем оценить готовую на 3/4 вышитую картину. После перемотки на вышивке стал все более разрастаться такой важный элемент картины, как дуб, который несет в себе определенный смысл. Думаю, не случайно автор изобразил в правой части картины именно дуб в качестве христианского символа. У христиан дуб – эмблема Христа, как силы, проявляющейся в беде, твердости в вере и добродетели. И тут же вспомнились некоторые предания, магические обряды, заговоры, которые связаны с дубом и которыми я охотно поделюсь с вами. Затем мы вновь отправимся в путешествие по знаменитым загадкам глубокой древности. Сегодня мы будем рукодельничать в Древнем Египте в компании самой дочери Амона. В долине царей найдены и женские захоронения. На роскошную гробницу женщина могла претендовать лишь в том случае, если она становилась фараоном. И некоторым из них это удалось, вопреки традиции. В 1479 году до нашей эры, после смерти фараона Тутмоса II, его вдова Хатшепсут, благодаря поддержке могущественных фиванских жрецов, стала полновластной правительницей Верхнего и Нижнего Египта. И этой женщине-фараону, друзья, и будет посвящена вторая часть видео. А сейчас вышивка. Начну я с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. На начало отчетного периода моя работа выглядела так, а затем закончила я вышивать данный фрагмент картины. Вот такой интересный он получился. Уже хорошо просматривается часть шляпы сына, его клюка, мешочек с вещами. Да, я доделала то, что не успела вышить к прошлому видео. Ну что ж, разметила я следующую область. И, как видите, вторая часть картины вышла на финишную прямую. Мне нужно будет вышить на ней 2 участка. И все, друзья, перейдем к третьей завершающей части картины. Вышивать, друзья, мы будем участок с покорно сложившими руками сына. Ну, конечно же, стена дома и пол. И уже традиционно посмотрим, какова его сложность. По обыкновению нас встречают единички, что радует, их всего лишь 3. Двоечек, конечно, больше, считать мы их не будем. Трешечки, некоторые номера ниточек уже будут покидать нашу работу. И, кстати, многие уже покинули. Вот так. А сейчас посмотрим самый крупный символ по количеству содержащихся в нем крестиков. Так. Ну, конечно, он не настолько многокрестиковый, как хотелось бы, и содержать он будет 155 крестиков. Вот так. На участок, напомню, в 2500 крестиков. Готов очередной фрагмент картины, который принес нам полное завершение Аргуса и значительно, я бы даже сказала, полностью удлинил руки главного героя, сына. И помните, у нас длинные руки. А теперь приступим к вышивке
заключительного фрагмента второй части картины «Возвращение блудного сына». А принесет он нам колено сына, прикрытое рубищем, и завершится шляпа. На данном этапе вышивки мне удалось уже достичь уровня, где символы состоят уже из 10 крестиков. И вот так это выглядит в выделенной области в 3000 стежков. А вот так выглядит вышивка на тот момент, когда в работу вступают символы, содержащие 30 крестиков. А так этот участок выглядит, когда добираешься до символов, содержащих 50 крестиков. Хочу обратить внимание, какой красивый переход цветов. Да? От черно-синего, черно-темно-синего, через серый к светло-зеленому. Вот такая красота получается, такая натуральность, объемность. Вот колено показалось нашего сына. Красота. Пальчики какие естественные, как он руки сложил. Напряглись жилочки все. Да, вот так он стоит в покаянии. Вот и завершен еще один фрагмент картины. Получилась вот такая красота, друзья. Все, достигли мы самого низа второй части картины. И сейчас произойдет у нас грандиозная перемотка, а перед этим грандиозная размотка. И я покажу, как это выглядит в готовом виде. Вот такой, друзья, результат на сегодняшний день. На переднем плане изображен молодой человек с загорелой смуглой кожей, с темными, немного растрепанными волосами и щетиной на лице. Его одежда, а вернее сказать, лохмотья серо-синего тусклого цвета, поношенная, потрепана временем. Стоит юноша на коленях, склонивший голову к ногам седоволосого старца, своего отца. Мы понимаем, насколько долгий путь проделал он, прежде чем явился перед своим отцом. Рядом брошены вещи бродяги, потрепанная соломенная шляпа, трость и мешок. Образ сына вышел полным внутреннего напряжения. Глаза юноши смотрят вниз, пальцы рук напряженно сомкнуты в замок. Кожа вокруг глаз и носа несколько покраснела, щеки покрылись стыдливым румянцем. Губы слегка приоткрыты. Мы видим именно тот момент, когда герой упал на колени перед отцом. Голова наклонена, неподвижный взгляд устремлен вниз. Каждый мускул застыл в напряженном ожидании. К сыну протягивает распахнутые руки отец. Припадая на правую ногу, он наклоняется к сыну. От улыбки старик немного прищурил глаза. Лицо и руки старика изрезаны морщинами, волосы и борода совсем белые. Загорелое морщинистое лицо светится добротой. Благородная седина старца и его облик способствуют созданию образа мягкой духотворенности. Он одет в чистую светлую одежду, которая собирается в крупные красивые складки. Весь облик создает ощущение доброты, мудрости, глубины души отца. Богатая светлая ткань, не спадающая благородными глубокими складками, лишь усиливает это впечатление. Его фигура словно излучает яркое, озаряющее все пространство божественное сияние. Они озарены ярким солнечным светом. За стариком большой длинношерстный пес красно-коричневого с белым окраса.
Он несколько припал на передние лапы, обнюхивая молодого человека. В движении шерсть развивается по воздуху. Большие висящие уши немного насторожены. Но пес не лает, а только смотрит. Справа растет дуб. Часть его кроны заслоняет окно, на котором стоит большая золотистая ваза. Земля сухая, в глубоких трещинах светло-охристого цвета. Но не всех героев произведения автор изобразил положительно настроенными. Брат бродяги и молодая женщина, стоящая с ним, не рады возвращению. Они как бы отражают вину и грехи главного героя, показывают отношение к нему. Дальше всех стоит фигура пожилой женщины, вероятно, матери, которая рада возвращению. Все они помещены в тень. Здесь будто показано прошлое бродяги. Он жил в семье, в тепле и добре, олицетворяет персонаж матери, но потом предал семью и ушел. Отрицательное отношение к этому поступку мы и видим на лицах брата и молодой женщины. Они, конечно, создают некоторую напряженность, но теплые и светлые оттенки картины, а также эмоции отца, создают радостную атмосферу. Счастье от встречи самых близких и родных людей. 26 июля стартанула третья заключительная часть картины «Возвращение блудного сына». Вышивать нам предстоит листья дуба. Вот такая будет летняя свежесть. А вот так, друзья, выглядит этот участок спустя 3 дня. Перед вами 970 крестиков уже вышито. Расположены они были сплошной россыпью. Да, и продолжают пока вышиваться россыпью, россыпью, россыпью. Ну, конечно, часть россыпи можно связать между собой, крестики расположены близко. Ну и, конечно, значительное количество единичек. Односимвольных, одноцветных, но единичек все-таки, потому что некак их связать, большое расстояние их разделяет друг от друга. Скорости это, конечно, не придает, но мы все равно идем к результату, к финишу. Стараемся и приближаемся шаг за шагом. Вот только, друзья, проговорила, что россыпь, и тут вот такой подарок в виде такой приятной группки крестиков, небольшое цветовое пятно. Сейчас я его быстренько вышью. И вновь отдыхалочка из 35 крестиков. Вот так и пошло чередоваться. Ну что ж, продолжаем вышивать абсолютно нескучный участок картины. Вот так вот вышиваются листья дуба. Ну вот, уже что-то более-менее начинает просматриваться. И это результат появления на канве 1780 крестиков. Вот так, вот такой дубок. Перед нами предстал еще один элемент картины, который, как я говорила выше, несет в себе определенный смысл. Роскошные листья дуба на фоне светло-песчаной стены. Эти элементы зелени дом вышиваются сложно, россыпью, и далеко не все крестики можно уложить непрерывной нитью. Скорости, как вы понимаете, работе это не придает. Сейчас не об этом. Да, ну а что же нам расскажут предания о дубах? Во многих традициях существовал культ дуба, считавшегося священным деревом, жилищем богов, небесными вратами, через которые божество может появиться перед людьми. Как и все деревья, дуб выступает в роли мирового дерева. Он символизирует мировую ось, соединяющую верхние и нижние миры, живых существ и умерших предков, знаменуя центр Вселенной. Дуб означал силу, мужество, выносливость, долголетие, плодородие, благородство и верность.
Это дерево было посвящено верховным богам-громовержцам, в Греции Зевсу, в Древнем Риме Юпитеру, у славян Перуну. Дуб символически связывают с огнем и молнией. По мнению Джеймса Фрейзера, древние считали, что великий бог неба, объект их культа, чей ужасный голос доносится до них в раскатах грома, возлюбил где дуб превыше остальных лесных деревьев и часто нисходил на него с грозового облака в виде молнии, оставляя в память о своем визите расщепленный, обугленный ствол и сожженную листву. Такие деревья были окружены ореолом славы, так как в их разрушении видели руку великого громовержца. Дубовые рощи были местом совершения обряда, важнейших ритуалов, жертвоприношения клятвы, и в них устраивались праздники. Дубовая палица в качестве орудия громовержца или солнечного бога символизировала твердость власти, суровость. Венок из дубовых листьев выражал идею силы, мощи, достоинства. В Древней Греции центром святилища Зевса в Додоне был старый дуб, под которым находился источник. По шелесту листьев этого дуба давали предсказания жрецы оракула при храме. Зевсу был посвящен и особо крылатый дуб, на который было наброшено покрывало с изображением земли, океана и звезд. В дуб и липу были посмертно превращены богами Филимон и Бавкида. Здесь дуб выступает как символ супружеского счастья. Дубовыми нимфами являлись дриады. В Афинах мальчик, произносивший во время элевсинских мистерий брачную формулу, увенчивался дубовыми листьями. По легенде, у Геракла была дубовая палица. По некоторым версиям, из дуба была сделана мачта корабля аргонавтов. В Риме дуб символизирует силу и долголетие. Каждый год в дубовой роще праздновалась свадьба Юпитера и Юноны. На участниках обряда были венки из дубовых листьев. Дубовые ветви носили в брачных процессиях как символ плодородия. Дубу отводилась значительная роль в сакральных представлениях кельтов. В частности, под дубом творит свои чары Мерлин. Кельтские жрецы-друиды превращали дубовые рощи в настоящие святилища и культовые центры, а дубовые ветви использовали в различных ритуальных обрядах. Само слово «друид» происходит, по мнению исследователей, от древнего названия дуба. В верованиях друидов дуб символизировал ось мира и ассоциировался с силой и мудростью. По представлениям кельтов, все, что растет на этом священном дереве, является даром небес. Особую роль играет образ дуба, увитого золотой ветвью омелы. Причем дуб символизирует мужской принцип, а омела – женский. В эпоху христианизации кельтов многие церкви и монастыри в Ирландии часто возводились неподалеку от дубрав или отдельных дубов. В старину у славян было распространено верование, что в дубах обитают души умерших предков. Это представление подтверждается реальным фактом древних захоронений в лесах, в частности дубовых. В легендах и сказках древних славян дуб зачастую является сакральным местом, с которым связана судьба человека и возле которого совершаются решающие для героев события. В библейской традиции дуб – символ гордости и высокомерия. У дуба становится царем Азимелах, под дубом восседает Саул, под дубом Иак закапывает чужих богов, на дубе находит свой конец Авесолом. У христиан дуб – эмблема Христа как силы, проявляющейся в беде, твердости в вере и добродетели. По некоторым версиям христианского предания, крест распятия был сделан из дуба. Как практически все древние народы, наши предки считали многие старые большие деревья священными, а самым почитаемым среди них был дуб. Его называли царем леса, и этому были вполне веские основания. Дуб – одна из самых долговечных древесных пород на Земле и самая долговечная в Европе. Обычно дуб живет 400-500 лет,
а отдельные деревья могут достигать возраста 1000–2000 лет. Дуб словно притягивает к себе молнии, поэтому всегда ассоциируется с грозой и ливнем, молнией и громом. В грозу не стоит укрываться под дубом. Опасно. Предания о мировом древе наши предки относили преимущественно к дубу. Так старейшины творили свой суд под могучими дубами, веря, что приговоры, изреченные здесь, освящены божествами. Существовали целые заповедные священные дубовые рощи, праздное посещение которых считалось кощунственным. По древнеславянским верованиям, беда подстерегала всякого, кто решался срубить дуб, ведь его опекает сам громовержец Перун. Волхвы или жрецы за такую провинность могли осудить святотатца даже на смерть. Без разрешения волхвов никто не имел права не только срубить это дерево, но даже ранить его или ломать его ветки. И сегодня могучий дуб пользуется подсознательной любовью людей. О нем складывают песни, его изображают на своих полотнах художники, пишут стихи поэты. Он и сегодня остается символом крепости рода, долголетия, бессмертия, мужества и стойкости. В старину с дубом были связаны многие магические обряды и заговоры. К нему обращались с заговором от детской бессонницы, укуса змеи и боли в спине. Считалось, что при зубной боли помогает подержать во рту свежую дубовую щепочку. Чтобы путь был спокойным, путешественники оставляли свои посохи возле дуба. А увидеть во сне дуб, усыпанный желудями, к богатству и благополучию. С приходом христианства началось вытеснение язычества, формирование негативного толкования его верований. При этом дубу досталось больше всех, о чем ярко говорят такие присловия, как «с дуба упал», «тупой как дуб» и тому подобное. Традиционное трепетное уважительное отношение к дубу все равно сохранилось в народных легендах и песнях. По сей день в Украине существует обычай сажать дубок, когда родился ребенок. До сих пор в рушниках сохраняются мотивы дубовых листьев, чаще всего вместе с калиной, как символы отца и матери, мужа и жены. Весьма интересно, что в Верхней Хортице есть знаменитый 700-летний дуб, под которым, поговаривают, запорожские казаки писали свое письмо турецкому султану. Благодаря своей долговечности и крепости дуб всегда считался исполинским непобедимым деревом. Вспомним, где в народных сказках хранилась смерть Кощея Бессмертного. А в геральдике многих городов и государств присутствуют ветви, листья и желуди дуба. Их можно встретить на гербах, монетах и медалях. И это, друзья, только малая часть того, что можно рассказать о дубе в одном видео. Но давайте вернемся к нашему растущему на конве. Посмотрим, насколько же подросла картина в цифрах. Вышито уже 75,7% картины. В крестиках это составляет 164 120. За 12 дней мне удалось вышить 8260 крестиков. И осталось всего 52 680. По основному, друзья, процессу все. Теперь перейдем к дополнительному. В вышивке «Базарный день» случилась перемотка канвы, и с ней закончились разгрузочные дни. Да, друзья, мы переместились влево к началу следующих рядов, и здесь нас встретил начатый дом, вернее его черепичная крыша. Итак, друзья, вновь принимаемся за строительство. Перед нами большое здание, крыша. И вновь к нам навстречу вышли единички. Вот их сколько. Ой-ой-ой, много как. Двушечки, двушек поменьше, конечно. Трешки, четырешки. О,
полное разнообразие. Крыша порадует нас многоцветием. Итак, сейчас мы посмотрим участок, какой символ будет самым многокрестиковым. Это бленд. Отдохнуть, как на небесах, на этом строительном участке не получится. Имитация черепицы на конве дается мне с великим усердием. Да. Данный элемент вышивки имеет, на мой взгляд, высший уровень сложности с плюсом. Получается, на обеих работах начались, если можно так выразиться, суровые будни. А вот, начинается. А мы к этому готовы, сталкивались, знаем, так что справимся. Не так быстро, как хотелось бы, но справимся точно. Молодец, так держать. Вышито, друзья, здесь уже 8,5% картины. В крестиках это составляет 27 905. За один день мне удалось вышить 300 крестиков. Да. Я и думал. Именно это я и полагал. И впереди еще 318 545. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы. За 15 дней в общей сложности мне удалось вышить 8560 крестиков. Впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Настраиваемся, друзья, на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Дочь Амона. До сих пор археологам не удалось отыскать каких-либо документов, описывающих обряд погребения царских жен. Но, судя по всему, церемония мало отличалась от обряда погребения фараонов. Тело торжественно припровождали в гробницу и совершали обряд отверзания уст и очей, ритуальное оживление усопшей. Перед погребением тело царицы бальзамировали и мумифицировали, чтобы оно как можно дольше оставалось нетленным. Ведь душа снова и снова будет воссоединяться со своей телесной оболочкой, и тем самым царица сможет обрести бессмертие. Древние египтяне всегда хоронили царственных супругов порознь. В период древнего и среднего царств для них строили разные пирамиды. Причем пирамиды фараонов были, конечно, гораздо внушительнее. С наступлением эпохи Нового Царства, когда в моду вошли скальные гробницы, местом упокоения фараонов стало пустынное ущелье западнее Фив, так называемая Долина Царей. Находящуюся в 1,5 километрах долину цариц отвели для жен, детей и придворных. Фараоны и их супруги при жизни, а значит и после смерти, выполняли разные функции. Как правило, роль царицы в Древнем Египте была весьма скромной, хотя ее почитали как будущую мать сыновей Амона Ра и земную ипостась богини Мут. Фараон же считался воплощением верховного бога Амона Ра и должен был заботиться о незыблемости миропорядка и в земном, и в загробном мире. Смерть фараона означала, что вселенский порядок нарушен. Восстанавливался он только после подобающего погребения умершего и воцарения нового живого бога. Однако, невзирая на эту иерархию, в долине царей найдены женские захоронения. Археологи обнаружили там несколько погребальных камер, правда, более скромных, чем мужские. На роскошную гробницу в долине царей женщина могла претендовать лишь в том случае, если она становилась фараоном. И некоторым из них это удалось, вопреки традиции. В 1479 году до нашей эры, после смерти фараона Тутмоса II и его вдова Хатшепсут, благодаря поддержке могущественных фиванских жрецов, стала полновластной правительницей Верхнего и Нижнего Египта.
Судя по останкам, Тутмос II умер еще молодым, пораженный какой-то болезнью. От царицы Хатшепсут, дочери Тутмоса I и царицы Яхмас, он имел дочь царевну Нефрура и оставил после себя одного наследника, сына от наложницы по имени Исида, будущего Тутмоса III. Поскольку царица потерпела неудачу в наиболее важной своей обязанности – рождении сына, трон был передан ребенку из гарема. Должным образом названный Тутмосом III, этот ребенок был предназначен для того, чтобы стать одним из великих египетских фараонов-завоевателей. Но ко времени смерти своего отца он, вероятно, был еще младенцем и считался слишком молодым, чтобы управлять. В таких случаях во времена Нового Царства была принята практика, согласно которой овдовевшие царицы правили как регенты, пока их сыновья или, как в данном случае, пасынок-племянник не достигали совершеннолетия. Хатшепсут получила это назначение. Так что обвинять Хатшепсут в узурпации власти, недавно общепринятая точка зрения, нет оснований. Если верить заявлению, сделанному впоследствии Тутмосом III, он в бытность царевичем занимал весьма скромное положение в общегосударственном храме Амона. Однако в один прекрасный день, когда Тутмос II совершал жертвоприношение, а Амона торжественно обносили по храму, идол якобы отыскал царевича и возвел его на царское место. Возможно, все это было, как думают некоторые, сочинено впоследствии в противовес подобному же рассказу о провозглашении Тутмосом I своей дочери Хатшепсут фараоном. Как бы то ни было, после соправительства с отцом или без него, престол беспрепятственно перешел к Тутмосу III. Юному фараону недолго пришлось наслаждаться властью. Лишь первые годы после смерти родителя его признавали единовластным государем. Но постепенно честолюбивая вдова покойного фараона Хатшепсут, круглолицая женщина с удлиненными глазами и орлиным носом, смело забрала в свои руки бразды правления. С Тутмосом III никто не считался. Сановники считали возможным докладывать или льстить только царице, забывая о фараоне. Не будучи царем, она в глазах двора была уже правительницей Египта, которой он повиновался и служил. Через некоторое время Хатшепсут открыто провозгласила себя фараоном. То, что Хатшепсут смогла стать фараоном, специалисты объясняют довольно высоким статусом женщины в древнеегипетском обществе. Тутмосу III по-прежнему позволялось величаться царем, появляться на столичных празднествах, грести на них в священной лодке. Даже подарки делались от имени фараона Хатшепсут и ее брата Тутмоса III. Впечатление от необыкновенного зрелища фараона-женщины вряд ли особенно ослаблялось приданием ей на храмовых изображениях черт мужского телосложения и привязанной бороды. Приняв титулатуру фараонов, Хатшепсут стала изображаться в головном уборе с урием и накладной бородкой. Так как фараон в Египте был воплощением Гора, он мог быть только мужчиной. Поэтому Хатшепсут часто надевала на официальных церемониях мужские одежды и искусственную бороду. Однако далеко не в обязательном порядке. Отдельные статуи царицы продолжают изображать ее в прежнем виде, в обтягивающей женской одежде, в накидке и без накладной бороды. Власть царицы была узаконена с помощью легенды о божественном браке, во время которого сам бог Амон якобы снизошел с небес к земной царице Яхмас для того, чтобы, приняв облик Тутмоса I, зачать свою дочь Хатшепсут. Кроме того, в церемониальных надписях утверждалось, что царица была избрана наследником египетского престола еще при жизни своего земного отца. Она охотно распространялась о своих задушевных отношениях с Амоном и неукоснительном выполнении его указаний. Поводом для подобного умонастроения могла послужить отправка ею по требованию Амона, вернее его оракула, военного отряда в так называемую страну Пунт, которая находилась, по всей видимости, на северном побережье полуострова Сомали.
Хотя связи между Египтом и Пунтом, родиной Фомиама и Мирры, восходили еще к Старому царству, при ближайших предшественниках Хатшепсут между обеими странами существовал только опосредованный обмен. Предпринятое Хатшепсут мероприятие было военным в не меньшей степени, чем торговым. Оно было осуществлено в 9 году царствования Тутмоса III. После нелегкого плавания по Красному морю, а может быть и по Аденскому заливу, морские суда фараона-женщины прибыли к месту назначения, и воины ее вступили на берег, радушно встреченные местными властителями. Царский посланец вручил им подарки для местной богини, золото в кольцах, украшения, оружия. В ответ вожди не замедлили доставить дань в шатер предводителя египтян. Все выглядело как нельзя более мирно. Следуя предписаниям своего двора, царский сановник даже предложил властительным гостям египетские яства и напитки. Тем не менее, вид морских египетских судов и египетских воинов произвел на вождей настолько сильное впечатление, что они поспешили признать над собой власть фараона. И некоторые из них даже отправились с египтянами в Фивы на поклон к Хатшепсут. Доставленный в Египет груз состоял из благовонных смол, мировых деревьев с корнями, всевозможных добрых трав, ценных пород дерева, курений, притираний, золота, слоновой кости, барсовых шкур, обезьян, собак, а также невольников. Привезенные богатства царица посвятила Амону. Она собственноручно золотой меркой отмеривала благовонную миру его храму. Амону Хатшепсут посвятила свое роскошное поминальное святилище, известное под названием храма Дейр-эль-Бахри. Подобно двум своим ближайшим предшественникам, Хатшепсут облюбовала для своей гробницы скалы западнее Фив, и ее поминальный храм, расположенный у их подножия, был обособлен от могилы. Он должен был гарантировать бесконечную жизнь Хатшепсут после смерти. К этому храму, расположенному в основании высоких известняковых утесов и считающемуся одним из архитектурных чудес древнего мира, вел ряд террасных колоннад и внутренних дворов, которые, кажется, поднимаются на саму гору. Несмотря на огромный масштаб комплекса, от него остается впечатление как о синтезе легкости и изящества, что отличает его от подобных храмов предшественников. Огромные изображения Хатшепсут были всюду. Приблизительно 100 колоссальных статуй фараона-женщины в виде сфинксов охраняли путь к святилищу. На террасах было большое количество огромных скульптурных изображений фараона в различных религиозных интерпретациях. Коленопреклоненные с жертвами для богов в руках, шагающие в вечность или в облике Осириса. Светлые стены храма пестрели цветными изображениями и надписями, прославлявшими, в частности, чудесное рождение воцарения Хатшепсут и морской поход в Южное Красноморье. События похода и сама заморская земля, ее свайные постройки, вождь с дородной супругой, растения, дикие домашние животные, морские рыбы, морской рак, каракатица, морская черепаха были очень наглядно и живо воспроизведены художниками царицы. В храме перед ним были рассажены благовонные деревья, привезенные участниками похода. И Хатшепсут торжествовала, что воссоздала на возвышающихся уступах своего святилища горные рощи земли Бога, родины храмовых благовоний. Весь на виду, необыкновенно гармоничный, белый у подножия бурой скалы, над которой простиралось синее небо, шелестящей зеленью деревьев во дворах, этот храм, несомненно, был настоящим чудом. Долгое время считалось, что Хатшепсут, как женщина, не могла проводить военных походов, а ее правление было предельно мирным, что якобы вызвало недовольство армии. Однако новейшие исследования доказали, что она лично возглавила один из двух совершенных во время ее правления военных походов в Нубию.
а также контролировала Синайский полуостров, Финикийское побережье, Южную Сирию и Палестину. В частности, ведение военных кампаний царицей подтверждает надпись «Победная реляция», высеченная на скале в районе второго порога Нила. Более того, возможно, Хатшепсут командовала египетскими войсками в ряде походов против мятежных сирийских и палестинских городов. Известно, что Хатшепсут допустила своего пасынка Тутмоса III к военной службе, что открыло ему путь как первому великому воителю в истории. Царица, именовавшая себя мощной жизненными силами, женщина во главе военной державы, готовой поработить окружающий мир. Кто же поддерживал царицу? Не год и не два, а целых 20 лет. Конечно, Хатшепсут была осмотрительна. Она приближала к себе вельмож предыдущих царствований. Возможно, она щедрыми подачками утихомирила их войско. Если правильно понимать одно из ее заявлений о том, что воинство, бывшее прежде нищим, со времени ее воцарения стало богатым. Но можно ли было с помощью таких полумер усидеть на египетском престоле, когда рядом находился соперник, деятельный, непреклонный, в рассвете мужества и сил, тот самый Тутмос III, которому суждено было стать величайшим египетским завоевателем и с блеском осуществить воинственные чаяния своего времени. Временщиком при ней в течение почти всего ее царствования был Синенмут, сын нечиновных родителей, приближенный ею еще до того, как она стала фараоном. Он был главным управляющим хозяйством и самой царицей. Он носил 93 придворных титула. Ему она поручила воспитание царевны. Синенмут был очень одаренным человеком. Это он создал чудо египетской архитектуры, поминальный храм царицы. И он же руководил работами в других столичных храмах. Огромные островерхие карнакские обелиски были доставлены из каменоломен по реке под его наблюдением. Этому преданному человеку, бывшему также жрецом Амона, Хатшепсут доверила управление хозяйством столичного бога. Синенмут был домоправителем Амона, управляющим его пахотными землями, садовыми угодьями, житницей, быками, начальником его ткачей. Вдобавок ко всему, он управлял жрецами Мунту в соседнем с Фивами городе. Градоначальником столицы и верховным сановником в Верхнем Египте в течение некоторого времени был верховный жрец Амона Хапусенеп, сын третьего жреца-заклинателя в Карнаке. Государственной житницей, государственными делами, государственными ремесленниками ведал сановник Дуаинхех, для которого основной была служба по управлению хозяйством храма Амона. Сокровищницей и всем домом золота управлял один из местных князей по имени Тот. Одновременно он заведовал и быками Амона. Следовательно, все вельможи, особенно близкие к фараону женщины, были тесно связаны с храмом Амона. Именно Хатшепсут развернула во славу Амона строительство, затмившее все сделанное для него прежде. Царица не только поощряла возведение новых храмов, но и восстановление разоренных после нашествия гиксосов. И так продержаться у власти 2 десятилетия Хатшепсут удалось при поддержке влиятельных кругов общества. И таковыми могла быть знать как храмовая, так и светская, в первую очередь могущественное жречество Амона. Но звезда Синенмута закатилась еще при жизни его повелительницы. Глава всей страны, глава сановников, глава начальников, распорядитель распорядительной работы, руководитель руководителей, Синенмут под конец зазнался. Как некий полуфараон, он решил вырубить себе гробницу под поминальным храмом царицы, гробницу потаенную наподобие царской. В самом же храме, в святейнейших его помещениях, он дерзнул изобразить себя на стенах. Правда, так, чтобы не было заметно входящему. Открытая дверь должна была прикрыть изображение.
Эти ли дерзости или еще более значительные провинности были тому причиной, но Синенмут пал. Его гробница так и осталась незаконченной. В одном из ее помещений ее хозяин был изображен почитающим имя своей госпожи. Имя царицы не тронуто, но имя Синенмута было уничтожено. Воспитанница Синенмута, царевна Нефрура, объявленная владычицей обеих земель, госпожою Верхнего и Нижнего Египта и супругой Амона, должна была, по-видимому, занять со временем место Хатшепсут при сводном брате и супруге Тутмосе III. На это указывают не только ее высокие титулы, которые носили царица, а не царевны, не только присвоенная ей налобная царская змея Урий, но и привязанная борода фараона на ее изображении младенца, как у самой Хатшепсут. Однако новому фараону женщине не суждено было воцариться. Скорее всего, царевна скончалась раньше матери. Хатшепсут умерла около 1468 года до нашей эры, дожив до конца 20 года царствования Тутмоса III. Поскольку она еще далеко не достигла преклонного возраста, выдвигались версии как естественной кончины, так и насильственной смерти царицы. Однако проведенный в 2007 году анализ мумии, идентифицированной как Хатшепсут, показал, что на момент смерти ей было приблизительно 50 лет, и скончалась она исключительно от болезней. Рак костей и печени, усиленный диабетом. Став единовластным правителем, Тутмос III постарался уничтожить даже память о ненавистной сопернице, истребляя повсюду ее имена и изображения, заменяя их своими отцовскими или дедовскими. Но было ли разрушение Тутмосом III памятников Хатшепсут актом мести и ненависти, как считали ранее египтологи? В последние десятилетия ученые вновь изучили археологические свидетельства и пришли к заключению, что все эти разрушения, начало которых относили ко времени сразу же после смерти Хатшепсут, были начаты около 20 лет спустя к концу собственного длинного царствования Тутмоса III. Вряд ли это была личная вражда. По каким-то причинам Тутмос III, должно быть, решил, что следует переписать официальные свидетельства царского титула Хатшепсут, что означало уничтожение всех его следов, чтобы все считали, что трон перешел непосредственно от его отца к нему. Но этим дело не закончилось. Попытки удалить все свидетельства о правлении Хатшепсут имели место и после смерти Тутмоса III. Возможно, возникла угроза правопреемству престола для его сына, будущего Аменхотепа II, который фактически наследовал трон. Может быть, нетрадиционное царствование Хатшепсут было слишком успешным, а опасный прецедент лучше всего уничтожить, чтобы предотвратить возможность другой сильной женщины когда-либо встать в длинную линию мужских правителей. Существуют две гробницы, которые предназначались Хатшепсут, но ни в одной из них не было найдено мумии царицы. Долгое время считалось, что мумия Хатшепсут либо была уничтожена, либо ее перенесли в другое захоронение, когда разграбление гробниц стало массовым явлением, и мумии выдающихся правителей нового царства перезахороняли жрецами. Работы над первой гробницей царицы начались еще в ее бытность главной женой Тутмоса II. Ранняя гробница царицы расположена в скалах к югу от храма в Дейр-эль-Бахри. Однако она не могла устроить Хатшепсут, когда та стала фараоном. Поэтому работы над ней прекратились, а в скалах долины царей была вырублена основная гробница Хатшепсут. Ее обнаружил в 1903 году Говард Картер. Первоначальный замысел царицы состоял, видимо, в том, чтобы соединить гробницу с поминальным храмом Дейр-эль-Бахри грандиозным туннелем. Однако в силу непрочности известняковых пород от этой идеи отказались. Тем не менее, рабочие уже успели начать работу над ходом, который был впоследствии превращен в обширную погребальную камеру, куда была перенесена
и мумия отца царицы Тутмоса I. Нам неизвестно, была ли сама царица когда-либо погребена в великолепном кварцитовом саркофаге, который был найден в этой гробнице пустым. Тутмос III вернул мумию деда на ее первоначальное место погребения, и считается, что он мог перенести и мумию мачехи. Фрагменты деревянного позолоченного саркофага, возможно, принадлежавшего Хатшепсут, были обнаружены в 1979 году среди остатков погребального инвентаря в незавершенной гробнице последнего фараона 20-й династии Рамсеса XI. В марте 2006 года на лекции в музее Метрополитен один из ведущих специалистов современной египтологии доктор Захи Хавас заявил, что мумия царицы обнаружена на 3-м этаже Египетского музея в Каире, где она находилась уже несколько десятилетий. Эта мумия – одна из 2 найденных в небольшой гробнице в долине Цари и вывезенная в Каир в 1906 году. Считалась до последнего времени мумией женщины по имени Сатра, кормилицы царицы. Косвенными доказательствами принадлежности мумии женщине-фараону являются обнаруженные в гробнице Сатра трон, настольная игра Сенет и Ушепти с именем Хатшепсут. Другой претенденткой на право считаться мумией Хатшепсут стала мумия неизвестной царицы Нового Царства, найденная в гробнице в 1990 году. По распоряжению Захи Хаваса вблизи музея в 2007 году разместили генетическую лабораторию, в которой ученым из разных стран мира предстояло проверить предположение о том, какая из мумий действительно принадлежит царице Хатшепсут. В результате проведенного каирскими учеными анализа ДНК мумий 26 июня 2007 года мумия из гробницы Сатра была официально идентифицирована как тело Хатшепсут. Выбирая из изобилия сохранившихся мумий представителей 18-й династии, например, однозначно идентифицирована мумия племянника и пасынка царицы Тутмоса III, ученые остановились на бабушке Хатшепсут, чей генетический материал и был сравнен с ДНК из мумии ее внучки. Выводы анализа ДНК подтвердило томографическое сканирование, доказавшее, что зуб, ранее найденный у маленькой деревянной шкатулки с изображением картуша Хатшепсут, как раз и является недостающим зубом из челюсти мумии. Это открытие было объявлено важнейшим в долине царей после находки гробницы Тутанхамон. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.